Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник, главный редактор издания «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Украина собралась устроить новую сланцевую революцию и добывать десятки миллиардов кубометров газа, дополнительно продавая их в Европу. Правда, у Киева нет на это денег. Владимир, пожалуйста, прокомментируйте, откуда на Украине вдруг нашлись запасы сланцевого газа? Ведь они же осилят, ведь у них же получится. Вообще, в принципе, конечно, сланцевый газ на Украине есть. И более того, там даже, в общем, где-то как-то довольно приличные запасы. Но вот с революцией я бы, конечно, так бы громко не заявлял, потому что революции у Украины получаются в основном какие-то опасные для окружающих, а вот не экономически привлекательные. Ну, а если говорить серьезно, то да, действительно, на Украине есть запасы сланцевого газа. И более того, процесс их поиска и попыток разработки длится, ну, наверное, лет уже около 20. Значит, определенные запасы сланцевого газа находятся на Донбассе. Ну, собственно говоря, наверное, рассчитывать на эти запасы уже вряд ли возможно. Но, однако, надо сказать, что есть сланцевый газ и в западных областях Украины, в частности, во Львовской области и на границе с Польшей. В принципе, ну, пока по каким-то предварительным данным, которые предоставляли западные компании, которые уже пытались там работать, там действительно содержится около 1,5 триллиона кубометров газа. Другое дело, что пока никто не сказал, какой категории эти запасы. То есть, вероятно, они там есть, может быть, действительно даже столько. Другое дело, что возникает вопрос экономической целесообразности их разработки, потому что запасы устойчивых категорий типа вот, там, российской классификации там, АБЦ, это те запасы, которые действительно найдены, подтверждены, и есть коммерческая возможность и коммерческая целесообразность для их извлечения. Ну, я напомню ситуацию с литиевым месторождением на Украине, то есть вроде как, по большому счету, литий там есть, и его вроде как даже много. Другое дело, что разрабатывать его достаточно сложно, потому что ну, геологическое строение месторождения таково, что затратить придется средств достаточно много, а вот окупит ли добыча и продажа этого лития потраченные на его поднятие средства, это вопрос. С газом примерно такая же ситуация. Ну, что называется, к снаряду к этому уже делали подход западные компании. В частности, Shell пытался работать с запасами во Львовской области, Chevron. Речь идет о лицензиях на разведку и добычу Рокитнянской и Некловицкой залежей в Львовской области. Зашли туда западные компании в 2011 году, вели разведку, даже что-то бурили. Вот как раз тогда и появились данные о том, что действительно запасы на Западной Украине есть. А другое дело, что в 2014 году и Shell, и Chevron покинули этот проект. Собственно, взаимодействие с «Нафтогазом» их не очень устроило, плюс ко всему у них были претензии к украинскому законодательству, к украинской так сказать, налоговой системе. Ну, в общем, не сложилось взаимоотношения у Shell и Chevron с «Нафтогазом» и с украинской экономикой, с добычей сланцевого газа. И, кстати, напомню, наверняка многие помнят такую компанию, как «Бурисма», которая принадлежала сыну предыдущего президента США Байдена, Хантеру Байдену. Где-то в 10-11 годах эта компания тоже работала на этих залежах, но все закончилось каким-то крупным скандалом, и, в общем, компания тоже прекратила работу на этом месторождении. То есть, соответственно, получается, что где-то как-то что-то есть, а вот можно ли из этого сделать революцию, вот это большой вопрос.
потому что, ну, во-первых, начнем с того, что крупные компании типа Chevron и Shell вряд ли бы стали уходить из проекта, если бы это было целесообразно, тем более это происходило в те годы, когда в США полным ходом начиналась сланцевая революция, поэтому, собственно, наверное, компании были заинтересованы в этих запасах, в этой разработке, но посчитали экономически нецелесообразным. Причем это было в те времена, когда еще не было Майдана, когда экономика Украины еще была жива и, в общем, даже показывала какие-то намеки на дальнейшее развитие. А о чем говорить можно сейчас, с учетом того, что инфраструктура страны находится в довольно печальном состоянии, долги колоссальные, причем не так давно Украина уже профукала платеж по очередному кредиту, и фактически как бы, ну, страна является банкротом. Соответственно, кто сейчас в здравом уме пойдет что-то вкладывать в экономику Украины, разрабатывать сланцевые запасы и надеяться их куда-то экспортировать, ну, очень большой вопрос. Поэтому трудно предположить, что в ближайшее время Украина будет центром сланцевой революции. Похоже, что это, опять же, заявление из серии «вот хорошо было бы, дайте нам денег на разработку, а вот куда мы их денем, мы, наверное, никому не скажем». Ну и опять же, еще один показательный момент. Украина говорит о том, что привлечение иностранных компаний, инвестиций позволят стране активно развивать технологию ГРП. Ну а тогда возникает вопрос. В 15-16 годах «Нафтогаз» отчитывался о том, что в стране было проведено почти 500 операций ГРП на почти 300 скважинах. Куда же тогда делся весь этот опыт, если страна сейчас собирается привлекать иностранных специалистов на проведение гидроразрыва пласта? Ну, я напомню, что гидроразрыв пласта – это, собственно говоря, основная операция для добычи сланцевой нефти и сланцевого газа. Поэтому, собственно говоря, вот эти вот данные, опять же, свидетельствуют о том, что операций ГРП было проведено много, а вот результатов каких-то феерических они, к сожалению, не дали. Ну, к сожалению, к счастью, трудно сказать. Ну, в общем, короче говоря, это ситуация, как и с редкоземельными металлами, и сделкой между Зеленским и Трампом по поводу разработки этих самых редкоземельных металлов. То есть, как бы что-то подписали, вроде как запасы эти есть, а вот сколько их, можно ли их поднять и потом куда-то экономически эффективно продать, вот тут вопрос. А, Украина же ведь все-таки не одна в своей жажде обрести сланцевую революцию. В свое время вроде как и в Польше находили некие огромные запасы сланцевого газа, и Польша сама инициировала процедуры по их изучению, но вроде как чем-то это не закончилось хорошим. Ну, потому что это примерно та же самая ситуация. Дело в том, что те месторождения, те залежи, которые я упомянул, это как раз, в принципе, территория Западной Украины, там же проходит граница с Польшей, то есть эти запасы, они могут, для них границы-то особо не существует, соответственно, они могут заходить на территорию Польши. То есть это, скорее всего, те же самые коллекторы, которые находятся на территории Украины, то есть, соответственно, по геологическому строению они вряд ли будут отличаться от того, что находится во Львовской области. Поэтому рассчитывать на то, что во Львовской области добыча этих запасов газа сланцевого экономически нецелесообразна, но вот мы переехали через границу Польши, и это сразу стало экономически выгодно. Ну, помилуйте, там те же самые запасы, те же самые сложные геологические условия. С чего вдруг Польша добывать это будет эффективно? Ну и, кстати, опять же, к вопросу о том, о чем вы говорите, Польша об этом громко заявила, а что-то я не слышал, чтобы Орлен вдруг начал резко добывать в огромных количествах сланцевый газ и экспортировать его в соседние страны. Пока Польша экспортирует в соседние страны, именно на Украину, прежде всего, американский сжиженный газ, который она получает через свой СПГ-терминал в Свиноустье. Поэтому здесь тоже никакого чуда, скорее всего, не намечается. Ну, вообще, в принципе, конечно, пиаровски торговать результатами геологоразведки, это, в принципе, такая
добрая традиция. Я вот напомню про Эрдогана, который перед каждыми выборами заявляет об очередных гигантских открытиях каких-то космических запасов газа в шельфовой зоне Турции. Но вот пока с добычей газа у Турции, да еще в таких объемах, чтобы можно было полностью закрыть внутренний спрос, еще экспортировать свой собственный газ, а не перепроданный российский, ну вот что-то до этого тоже пока дело не дошло. Каждый раз, когда мы говорим про сланцевый газ, мы где-то там подразумеваем Соединенные Штаты Америки. А что, США единственные, кто освоили и оседлали данную технологию? Нет, конечно. Просто США очень повезло, например, с тем же самым Пермским бассейном, где сосредоточены большие запасы сланцево-углеводородного сырья. Технология ГРП, нельзя сказать, что она какая-то уникальная и принадлежит только США. Например, в России тоже пользуются активно этой технологией. И более того, в России достаточно созданы обширные флота ГРП у таких компаний, как Роснефть, Газпромнефть. Они очень эффективно этим пользуются. Причем уже как бы собственными технологиями, а не технологиями и оборудованием там Шлюмбержа или Халибертона. Ну, кстати, вот хорошо, что вы вспомнили про США. Я напомню еще один момент. Сейчас американские сланцевики несколько волнуются, потому что цена на нефть в размере там 60 с небольшим плюсом долларов их очень напрягает, потому что она колеблется на пределе безубыточности для сланцевых компаний. То есть, соответственно, если цена упадет ниже 60, то им будет крайне тяжело, во-первых, привлекать инвестиции, а все-таки ГРП – это процесс достаточно такой трудо- и финансово затратный. А во-вторых, соответственно, придется торговать нефтью себе в убыток, потому что ну, как бы потраченные на подъем одного барреля средства не будут окупать его продажу. Ну и опять же есть еще внутренний такой момент. Дело в том, что сланцевые компании долгое время, ну пока в США рулил Байден с его зеленой повесткой и запретом на бурение, там, на строительство нефтепроводов там, и так далее, ну, сланцевики не особо вкладывались в бурение и добычу, а радовали своих акционеров выплатой дивидендов. Вот, соответственно, сейчас сложилась такая ситуация, когда цена на нефть упала, тратить на подъем одного барреля нужно больше, а плюс еще акционеры ожидают своих дивидендов. Поэтому, в общем, как бы ситуация такая несколько шаткая. И, соответственно, чем закончится сланцевая революция в США, и не начнется ли падение добычи, вот как бы такой хороший вопрос. Ну и опять же, возвращаясь к Украине, если у США, у американских сланцевиков начинают возникать вопросы, куда двигаться, в какое светлое будущее, потому что падающая цена не дает возможности планировать какой-то рост и увеличение прибыли, то с чего вдруг на Украине эти запасы, причем не разработанные, окажутся вдруг настолько рентабельны, что даже при нынешней цене на нефть сейчас все кинутся там что-то добывать и инвестировать? Ну, в данном случае речь, наверное, скорее всего идет о том, что, как и в случае со сделкой по редкоземельным металлам, скорее всего, там, гипотетически туда может вернуться Chevron или Shell, создать, опять же, какую-то совместную компанию, какой-то фонд, и, собственно говоря, как, в общем, это было, например, в Венесуэле, фактически забирать добытое сырье, а средства, вырученные от его реализации, забирать себе, потому что Украина слишком много должна США. Ну, в общем, мне кажется, что это история из серии «У нас еще что-то осталось, что можно продать, несите ваши деньги, вкладывайте сюда, и мы продадим то, что осталось продать, а может быть отдадим за так». Пока это выглядит вот так. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на телеграм-канал Нефтекапитал. Крайне интересное издание, рекомендуем. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии, там же, где будут и реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч!